Кто это смотрит, а кто это покупает, кто за это платит деньги, на это кто-то дрочит еще. Но это не ебабельно. Это как бы вкусно, это красиво, но это перестает возбуждать. Меня ебали 16 сантиметрами охуенно. Но, конечно, порно и Пугачева в одном предложении. Наступил февраль, а мы снова здесь. Новым составом. Я думаю, что у нас каждый раз будет кто-то новый, какие-то новые люди. И на самом деле от этого даже лучше, потому что новые истории, новые темы, интриги, расследования, все как мы любим. Не, никаких расследований. Я Олег, всем привет. Я нахожусь в Нью-Йорке, если это кому-то интересно. Вот, что могу сказать. Классно получился первый чат. Многие из моих друзей посмотрели, им прислал ссылки, все было круто. Вот. Сегодня я думаю, что будет еще интереснее. Темы классные. Будем говорить про порно в том числе. Что там? Роль в сексе. Универсал. Что еще? Что еще? Все. Что? Не знаю. Вот Максим, давай кто? Ой, сколько у нас Максимов сегодня? 15? 3 Максима. Какой Максим? 3. Да? Ой, тогда вообще любой. Кто угодно. Пару слов о себе. давайте я начну. Меня зовут Максим, я из Украины, живу в Киеве, мне 27 лет, унипас и снимаюсь в порно. В гей-порно, если нужно уточнять. Не нужно. Ну, круто. Давайте еще какой-нибудь Максим. Ну, давайте я, Максим. Что-то надо говорить. Я себя чувствую, как, знаете, в клубе анонимных алкоголиков. Я Максим, и Сексоголик. я универсал, или что там нужно говорить. Да. Я не снимаюсь в гей-порно, естественно, но смотрю его, как и все. И очень хочу выразить вообще уважение и восхищение Максимом за то, что он пришел вот так вот в открытую поговорить. Мне кажется, что не любой человек, который снимается в порно, готов об этом разговаривать так вот публично. Интересно. Сниматься готов, а говорить нет. Ну, что-то типа того. Так, ну и третий Максим, раз уж у нас тут. Всем привет, меня зовут Максим. Я живу в городе Таллин, это Эстония. Мне 32 года. Я люблю смотреть порно, я зависим от порно, я знаю очень многих порноактеров, в том числе тех, кто здесь присутствует. Я унипас, больше люблю, когда меня трахают. Вот, все, я все сказал. Я все сказал. Алексей, привет. Всем привет, меня зовут Алексей, мне 35 лет, я открытый гей, универсал, живу в Буэнос-Айресе. Ну, интересно, вот эти встречи в разных ЛГБТ с тематикой, в том числе и психологической, и сексологической, интересно. Интересно, я думаю, спасибо. Алексей единственный, у кого сейчас на самом деле разгар лета, так что можно ему позавидовать. Там жара, тепло. Хорошо. Кристиан, привет. У тебя, знакомая кровать. Я обещал интриги. В том формате, как вы подумали, кровать, просто кто-то на ней спал. Просто спал. Хотя... Я бы так сказал, кто на ней только не спал. И чего там только не было, вот именно. Так что, может, ты сам не знаешь, что там происходило. Ладно. Меня зовут Кристиан. Я тоже в Нью-Йорке. Вот. Мне 29. Порно я, конечно же, смотрю. Я даже не так давно имел, не знаю, счастье или несчастье, иметь сексуальный опыт с одним очень известным порноактером. Вот.
Что еще сказать? Каким? Роль секси надо. Имя порноактера какое? Да, Я очень плох в их именах. Я только одного знаю абсолютно точно, потому что я его очень люблю. Это А по каким критериям ты понял, что он Малик известный порноактер? Дель Гати, самый А, любимый порноактер, да. а. Вот, наверное, потому что он натурал, но хотя уже непонятно. Вот, Остин, по-моему, его зовут. Не помню, как. Вулф? Волк. Да, точно. М. Секси. Наверное, я скажу актив, потому что пассив из меня вообще никакущий, так что... Ты ебал Вулфа? Что-что? Ты ебал Вулфа? Да. Хорошо. Редкий случай, Это да, будет да. в интернете, блядь. Ладно, окей. Да ладно, я Тогда тебе по-русски говорим, так на что... на русском языке еще, кому там? Еще парень есть. О, бля, пиздец просто. Вырежите это, пожалуйста. Ну что, Максим имеет миллион или 2 миллиона вопросов, но у нас тоже есть вопросы, конечно, к Максиму. Максим, действительно, тебе большое спасибо. Мы тут столкнулись с тем, что порноактер это есть, а вот кто готов об этом говорить, ну, их действительно не так много, поэтому вот. Кто хочет задать какой-нибудь вопрос? Наверное, у всех будет первый вопрос, как ты к этому пришел? Очень, по-моему, логичный вопрос. Вот. Как ты это начал, когда? Вот первый шаг, он самый страшный, я думаю, для всех. Вот. Все началось с OnlyFans. Все-таки когда-то мысли давно были, еще там 10 лет назад посниматься, попробовать. Но это лишь были мысли, какие-то мечты, а все-таки началось это на OnlyFans 4 года назад. И быть честным, я вообще не хотел там начинать. Я всем рекомендовал ни в коем случае туда вообще не соваться, что это полная шляпа. Вот. А потом приехали близнецы Checkgate Twins в Киев. И написали мне, говорят, давай снимем что-нибудь для OnlyFans. Я такой, отличная идея. И вот понеслось-поехало. Все. А потом уже стал, конечно же, интересоваться там в Твиттере, а у кого там больше подписчиков, а с кем там сняться тоже видео. И тоже там поснимался с одним актером известным из Тим Тайлеса. Ну, мы сняли просто видео для OnlyFans. И в итоге оно там тоже много раскрутилось, разлетелись эти видео. И там уже написал в разные студии а, с предложением снять меня. Ну вот все закрутилось, завертелось, вот так все просто оказалось. Никуда не отправлял никакие. У меня когда очень часто спрашивают, посоветую, как отправить там заявку на кастинг или на какую-то студию. Я говорю, я таким никогда не занимался, я понятия не имею, о чем вы вообще говорите. Заходите просто там кому надо на сайт студии и на их email отправляйте в свои фотографии с плачевным письмом, какой вы классный. Все. А почему плачевное письмо? Да, мне Ну, кажется, Это хорошая не так жизнь, сложно. что ли? мне кажется, если человек уже сам пишет и ищет, то значит уже почти плачет. Те, кто не ищут и не плачут, тех самих находят. Логично. Подожди. Я думал, что на самом деле там, не знаю, может быть, может я не прав, что порностудии всегда заинтересованы в новых людях, в новых лицах. На всех сайтах есть кнопка Become a Model, да, стань моделью, то есть... Да, А как? но эта эпоха прошла. Во-первых, эпоха порностудий прошла как таковая. Она с выходом на рынок OnlyFans загнулась процентов на 60-70, это точно. Вау. И, естественно, сейчас каждый первый, второй может стать порномоделью на OnlyFans или на миллионе других платформ, которых очень много. Соответственно, сейчас не нужно заманивать никого, как раньше, потому что хозяин порностудии, например, Майкл Лукас, да, Лукас Entertainment, он прекрасно тоже в Твиттере видит новых мальчиков, старых мальчиков, как на них реагирует публика. Им даже кастинг не надо проводить, потому что они видят по количеству подписчиков и просмотров, как уже на тебя реагируют, насколько тебя покупают. И все. Вот он подписался на меня там в Твиттере, то есть в Иксе, да, надо привыкать, я так понимаю. То
То есть со временем это могло бы иметь какую-то перспективу и продолжение к съемкам. Поэтому сейчас достаточно социальных сетей, и никто уже вот эти вот не отправляет анкеты. Ну, или очень мало этого делают. То есть ты придерживаешься того, Максим, что сегодня может любой стать порноактером. Я правильно тебя понял? Или Вообще не любой. любой? Вообще любой. То есть никаких критериев нету, да? Вообще, настолько иногда я вот смотрю там видеоработы, знаете, как уже профессиональный этот самый регресс у меня какой-то, это не регресс называется, профессиональная деформация произошла. Я вот смотрю там порнографию чисто с точки зрения профессионала, и я смотрю, думаю, блин, кто это смотрит, а кто это покупает, кто за это платит деньги, на это кто-то дрочит еще. Ну, то есть вкусы разные, людей много, моделей много, кто-то продается больше, кто-то меньше, кто-то более универсальный в спросе, кто-то менее, но для каждого желающего стать актером найдется свой кусок пирога, это 100%. А вот скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, как профессионала, это плохое порно, это что такое? Вот ты говоришь, неужели на это кто-то вообще дрочит? Плохое порно, это что такое? Это какое? Ну, я не думаю, что можно какую-то категорию порно отделить в плохое порно. Любое порно имеет своего потребителя. На каждый товар есть свой покупатель. Просто кто-то, как я, например, какое-то видео увидел, я на него дрочить не захотел. Но это же не значит, что кто-то не захочет. Ведь просмотры есть, просто на него меньше спрос. Но это не значит, что оно плохое. Может быть, оно сделано как раз там из-за там качества плохое, но может оно в такой стилистике сделано. Потому что вот смотришь сейчас, допустим, ну того же вот Лукас Энтертейнмент, да, будем предметно разговаривать. Вот ты его включаешь, оно настолько все вылизано, настолько... Ну, у них, в принципе, слоган «У нас снимаются супермены». То есть все настолько вылизано и по свету, по оттенку кожи, что ты иногда думаешь, блин, ну это не ебабельно. Это как бы вкусно, это красиво, но это перестает возбуждать. И ты открываешь там какие-то менее шикарные студии, я имею в виду, открываешь сайт каких-то менее шикарных студий, где и качество похуже, и актеры похуже. Но тем не менее, сегодня тебе под настроение зайдет вот это. И это не говорит о том, что какое-то порно хорошее, какое-то плохое. Оно просто разное. А с чем связано вообще вот это такое, я так понимаю, где-то я, по-моему, читал, что такая тенденция ну, повышается интерес к такому именно порно, которое снято под любительское якобы, да? То Мгм. есть, как это, ну, в художественном кино это мокюментари называется, типа, якобы документальное, да? А здесь, я не знаю, как это называется, но, в общем, почему такой запрос? Погрязнее, что-то красивости не хочется, надо что-то такое. Нет, хоум-видео в принципе всегда были популярны, потому что есть такой фетиш, как подглядывание. И мне кажется, что вот люди, которые смотрят домашние видео, у них создается иллюзия, что они как будто подсматривают за этим через замочную скважину, или как будто бы это на скрытую камеру. Есть целая категория, да, порно-скрытых камер, где люди вот, им хочется верить в том, что участник процесса не в курсе о съемке. И тогда им кажется, что актеры там больше отдаются в этот момент. Ну, в принципе, почему стал популярен OnlyFans? Потому что у тебя нет режиссера, сценариста, ну, может, он и есть, но он не такой, да, как в студии профессиональной. И вы просто идете в потоке желания, и это нравится зрителю, это покупают. Вот. А можно я тогда задам вопрос? Ты сказал как раз-таки по поводу качества и так далее. А, Мне кажется, это мое лично субъективное мнение, что я периодически включаю порно, которое там снималось 5, 10, 15 лет назад. И Мгм. разница прям просто существенная. Во-первых, в парнях в самих. То есть раньше были именно прям порнозвезды, прям реальные звезды, ты их знаешь даже сейчас. И это смотрится просто шикарно. А сейчас ты смотришь, и это просто какое-то безликое нечто, и ты не понимаешь, что вообще произошло. Не совсем. Это у тебя какой-то синдром случился. Здесь дело в том, что сейчас так много всяких звезд и очень много классных, и очень много знаменитых, популярных, красивых, что ты просто, ну, потерялся уже среди них. Что когда ты рос, вот, допустим, да, мы там росли, я не знаю, кто на чем рос, возьмем там из поп-эстрады.
Вот мои родители там слушали Пугачеву, когда я рос, да, я ее знаю, но тем не менее, это же не значит, что она была единственная в то время. Были куча других, просто менее знаменитых, и с порноактерами точно так же. Плюс тогда это было, наверное, не так все-таки популярно, самих работ было меньше, в принципе. И где-то там, особенно если взять, к примеру, там времена Советского Союза, когда все это вообще там можно было как-то... Я даже не представляю, как это все доставали. Поэтому в ограниченном количестве и мало наблюдалось, мало узнавалось актеров. Вот. А сейчас это все настолько набери, на только жри этот инфоматериал, и ты такой на это все смотришь, что мне не надо, в принципе. Плюс, когда, допустим, ты был там подростком, там 10-15 лет назад, то ты это все хотел больше и больше смотреть, смотреть, смотреть. Сейчас у тебя, в принципе, ты можешь в жизни... Ты сам сказал, ты переспал с порноактером недавно. Тем более ты его даже имя не помнишь. Хотя Остин Вулф вообще мировая звезда. Соответственно, ну, то есть это настолько уже в избытке, что перестает потребность вообще в запоминании или в каком-либо еще восприятии этого. Есть и есть. Как-то вот я понял. Вообще, конечно, порно и Пугачева в одном предложении. Я могу. Это Ну, это была Мадонна, я вообще как-то понял, да, тут прям порно. У меня вопрос. Да. Значит, отправлять заявки на сайт не нужно. Сегодня все работает не так. Правильно ли я понимаю, что ну, обязательно нужно начинать с OnlyFans или с чего? Потому что, ну, вот именно мне OnlyFans, например, не очень нравится как идея. Вот. Какой есть другой вариант начинать не с OnlyFans, а как еще можно стать порноактером? Просто OnlyFans это самый простой такой путь, бесплатный, потому что для съемки в студии, пусть даже она тебе там оплатит перелет или еще что-то, то есть даже попасть в студию, когда у тебя нет базы, ну это сложно, потому что когда я начал сниматься со студиями, у меня уже была база на OnlyFans, у меня уже было много работ с актерами такими неплохими по Европе, я уже мелькал. Как в обходной путь это сделать, я вообще не имею малейшего представления. Мне кажется, тебе, даже если ты не хочешь снимать OnlyFans, нужно хотя бы для себя это как-то поснимать, попробовать, попросить, чтобы тебя поснимали, чисто чтобы кабину в порядок привести. Надо тебе это, не надо. И попробовать это еще выложить, вот. Это А тоже. скажи, пожалуйста, а тебе как актеру, да, тебе выгоднее работать вот самому, не знаю, самозанятый, ИП, что там, да, или это на студии, как это вообще, или потом, когда ты делаешь себе уже имя, тебе на студии невыгодно, ты уходишь в свободное плавание, как это вообще, тебе удобно, выгоднее как? На студии работать, в принципе, невыгодно никому. Ни одному актеру. Даже если ты супер знаменит, потому что я знаю, сколько получает и Малик за съемку, и Остин сколько получает, и эту сумму за оплату одного видеоролика в студийном они могут заработать там, буквально за 2-3 дня на OnlyFans. Это делается только для того, чтобы была дополнительная реклама самого себя, потому что у студии также есть имя и тому подобное, и свои подписчики, и ты точно будешь с шикарным каким-то актером. То есть свои плюшки, но это явно не финансовый вопрос привилегии работы со студией. Это просто к тебе же галочка так, в твою биографию. Я снялся здесь, я снялся там, я снялся с ним, с этим режиссером, знаете, как там Крис Калам, например, да, и 100% же есть крутые порнорежиссеры, которые получили порно-Оскар за режиссуру, соответственно, с ними тоже поработать хочется. То есть тут больше каких-то других плюшек, но точно не финансовых. На OnlyFans все зависит от тебя конкретно, с кем ты снимаешься, как ты продвигаешь, есть ли у тебя менеджер. А со студиями, ну, то есть это вот абсолютно разные миры с точки зрения заработка, и их сравнивать, ну, просто их нельзя сравнить даже. У меня еще миллион вопросов. Один из это по поводу удовольствия, заработка денег, то есть насколько, не знаю, у меня был опыт, давайте так, у меня был опыт тоже, когда у меня был опыт с порноактерами, и, честно говоря, после очень сложно вообще переплюнуть этот опыт, и после этого вообще ничего не хочется. Ни с кем, ну или только, или реально даже на каких-то таких вечеринках, ну не знаю, там
хочется там пересечься с главными там звездами этой вечеринки и как бы свалить оттуда. Вот каково вообще после того, когда ты там, не знаю, имел секс с какими-то горячими парнями известными и так далее, вообще бывает, возможно, после этого какой-то секс с обычными людьми в обычной жизни, я не знаю. Я иногда провожу там анализ воспоминаний своих сексуальных похождений за всю жизнь, как бы преднамеренно откладываю что-то в пенсионную копилочку для воспоминаний. И мне кажется, мои лучшие сексуальные опыты были далеко вообще не с порноактерами, а с обычными ребятами. Я смотрел у Шихман, там была передача с порно, ну там актрисы, да, женщины. Вот, и там высказались несколько таких мыслей, было высказано. Значит, одна сказала девушка, что ну что вы, это невозможно сравнить, да, там пососать члену Эйфелевой башни, там дикий секс в джунглях. В реальной жизни такого не бывает, вообще все происходит не так, и это вообще несравнимо. Поэтому я снимаюсь в порно, это совершенно другие ощущения. Кто-то говорит, что там это сделало меня сильнее, я независимо от мнения других, это был не такой бунт, и вот я туда пошла. Кто-то говорит, что это снимается из желания там, почувствовать себя успешной, красивой и желанной. Вот у тебя есть какие-то такие, были какие-то такие чувства, когда ты шел сниматься или нет? В первую очередь хочу сказать за вот эту девочку, которая была у Шифман, которая, да, сказала, что это в жизни так не происходит. В жизни происходит так, как вы того хотите. Вот. Если вы этого не хотите, этого не произойдет. А если хотите, этого не может не произойти. Ну, логично же. Вот. Как можно лично, вот я сейчас со своего опыта, сравнивать какой-то там секс-экстрим в джунглях, если это съемки порно? Ну, то есть вы встречаетесь, ты готовишь свою задницу, он там готовит хуй, пьет виагру, вы там готовитесь мейкап, тут свет ставится в этих джунглях, и вы говорите о каком-то экстремальном сексе. Да там комар не пролетит на этой студии или так называемой студии, потому что все равно там, ну, то есть никакого экстрима там вообще и речи не идет. А если вы просто идете со своим там возлюбленным или возлюбленной по лесу, и тут вас накрыла страсть, ну... Так где же это все-таки вот в жизни или в порно? В порно, ну, нет никакого там экстрима. Потому что, я же говорю, комар не пролетит. Бывает ли в порно, как в жизни? Что вот, Нет. допустим, тебя трахают на съемках, и ты такой, боже, я забыл, что мы снимаем. Нет? Да, у меня даже было однажды, мы хотели снять одно видео, я встретился с парой, и я говорю, давайте разогреемся немножечко, потому что там такие агрегаты были приличные. Я говорю, давайте разогреемся, а потом уже включим камеру. В общем, мы так разогрелись, что я говорю, ребята, давайте не включать камеры, это невозможно, это так сейчас круто происходит. И мы не включили их. И я пожалел об этом. Но я урок вынес, потому что похожая была история, когда я был в Мадриде и снимался ролик с испанским тоже порноактером. И там тоже вот такое агрегатище было, я думаю, и я тоже ему сказал, давай разогреемся. Тут проходит 5 минут, у меня вообще нет желания снимать, у меня есть желание насладиться вот этим вот телом, этим человеком, этим членом, всем вот этим вот, что лежит передо мной. Но я вспомнил предыдущий опыт, и мы включили камеры. Поэтому да, То есть бывает. тебе камера мешает? Ты про это имеешь в виду? Нет, просто на камеру ты больше стараешься. Тут животик втянуть, тут прогнуться больше, тут посмотреть взглядом, тут чтобы лицо не было какое-то уебанское. А когда ты трахаешься, ты просто трахаешься. То есть это у меня бывает, конечно же, очень круто, когда ты вообще забываешь про все эти камеры, и ты просто наслаждаешься процессом, потом ты смотришь результат, и в принципе, ну, неплохо, хорошо. Но чаще бывает, что наоборот, ты что-то не проконтролировал, и этот момент точно вылез. А можно я скажу вот комплимент? Я вот видел твои порно-ролики разные. Я хочу сказать, что вот на порно выглядит так, что ты очень классно сосешь. Вот, не знаю, Спасибо. это комплимент или что это? Ну, вот Да, это так на видео. конечно. Это еще нужно уметь делать, да. У меня есть вопрос. Мне кажется, что у меня были опыты с парнями с OnlyFans, вот, и, ну, я там в том числе с ними там
гулял, тусовался. И вот мне кажется, что вот эта маркетинговая часть, которая ложится на твои плечи, она занимает много времени. Ну, то есть там же помимо того, что просто люди на тебя подписываются и смотрят, там ты можешь, они тебе и писать могут там в директ, что-то просить у тебя, пришли мне фото, пришли мне видео, там и так далее. Я уже не говорю про прямые эфиры, которые там тоже есть. И там система там этих чаевых и так далее. Там очень много вариантов монетизации. И ты как бы вроде бы все время должен быть на связи, все время отвечать им, удовлетворять их потребности, ну, за деньги, судя по всему. Как ты с этим справляешься? Не утомительно ли это и стоит ли это того? Это утомительно, это чрезвычайно утомительно, поэтому раньше у меня был менеджер, который всем этим занимался. Он скидывал мне запрос, допустим, был запрос на кастом видео от клиента. Он мне сбрасывает необходимые ключевые моменты видео, мы согласовываем уже сумму или то, которое он предлагает, это уже детали. И я делаю контент, но он продолжает с ним переписываться, чтобы я, как там творческая личность, я был сосредоточен на создании творческого контента и не думал о мелкой моторике, что ему нужно ответить, а ему там нужно там еще там позже ответить, а у нас разница во времени, он уже спит. То есть это вообще меня колыхать не должно, я должен думать о творчестве. Вот, сейчас потребностей в менеджере нет, так как у меня очень много свободного времени сейчас в Украине, и этим я занимаюсь самостоятельно, вот. Но это отнимает львиную долю твоего не то что даже времени, а сил и энергии. Вместо того, чтобы заняться реально полезными делами, ты занимаешься, блин, какой-то, как будто офисный планктон, с кем-то переписываешься. Для этого должны быть люди, которые умеют правильно выстраивать даже диалог, как бы подвести, потому что не все сразу хотят заказать какой-то кастом видео, кто-то хочет просто с тобой попереписываться, а я вообще себе не могу позволить какие-то переписки без финансового вознаграждения, даже самые обыкновенные, потому что это кража моего времени, которого, допустим, ну, я не всегда им располагаю. И люди обижаются, поэтому мне проще там нанять какого-то человека, который будет за меня переписываться, и все. А как часто, ну, значит, есть коллаборации, видео, естественно, с кем-то, есть соло-видео, да? Ну, про фото я уже не буду говорить. Как часто ты снимаешь контент там, в неделю? Соло-контента у меня практически нет. Мгм. Он есть в каких-то совсем единичных экземплярах. В основном соло у меня только идет на кастомы. И если мне там понравилось, и клиент не против, который его заказал, то я могу его выложить. Вот. Но в основном я стараюсь соло не делать, потому что лично для меня они скучные. Соло, чтобы они были смотрибельны и захотелось на них подрасти, они должны быть шикарные. А снимать шикарные соло это, ну, блин, ну, ты это сделаешь там раз в месяц, и все. То есть на это просто тоже, это прям надо подготавливаться, чтобы соло было прям вкусное. Поэтому мне проще, я от них отказался. Фотки, понятно, а видео, вот в период до войны у меня было стабильно 4 видео в месяц, каждую неделю. Сейчас 4 месяца или в неделю? 4 в месяц, раз в Окей, неделю, окей. да. Сейчас меньше, контента значительно меньше. Просто потому, что и в Украине не с кем снимать, а те, с кем с кем есть снимать, я уже снялся, остались те, с кем я сниматься не хочу. Соответственно, контента сейчас меньше, ну, что-то есть, поэтому, ну, сейчас меньше, значительно меньше, да. Но 4 видео в месяц это не так много, как... Ну, то есть, понятно, это работа, это надо Это найти, это много. встретиться, поехать, да, но это как бы выполнимо. Я думаю, что есть люди, кто и больше снимает. Ну, вот так, есть ощущение. Да, Да? конечно. Да, мы как делали вообще для того, чтобы вообще вот разгрузиться полностью с графика? Мы встречались там 4 парня, раз в месяц мы на выходные снимали квартиру или дом, и вот мы 2 суток снимали. Каждый выходил спустя 2 суток с 4 видео, фактически. Вот. И за эти 2 дня мы фактически делали контент на целый месяц. То есть мы сняли видео, отфоткались. И вот эти два Это дня очень круто. Можно в такой дом приехать, поснимать?
Это было удобно, вот. Сейчас, опять-таки, такой ни возможности нет, ни потребности нет. Но 4 видео в месяц, на самом деле, вот с таким графиком, как я сказал, в принципе, выполнимо, допустим, дважды это делать. Но в этом нет необходимости. Для того, чтобы этот контент поглощался, это нужно сумасшедший трафик. Они просто очень много вот очень много актеров, которые делают больше и даже 4 в месяц. В итоге они там через полгода начинают их опять публиковать и снова. И потом они могут их 10 лет каждые полгода повторять. Контента до хрена. Вообще в целом в интернете порно очень много. Его люди не съедят. Поэтому надо концентрироваться не на количестве видеороликов, а на их качестве. Для того, чтобы... Вот у нас у каждого из вас 100% есть какие-то видеоролики, которые ты такой... Блин, сегодня ничего не заходит. Ага, я вспомнил, а вот тот ролик, вот он мне точно сейчас поможет кончить, вот он сейчас мне зайдет. И ты его ищешь целенаправленно. Вот надо стараться, чтобы вот такие вот создавать видеоработы, чтобы на них потом такие, блин, вот их я сейчас найду и поищу. Я хочу спросить а, такой вопрос. Вот вы говорите, что, ну, ты говоришь, что вы снимаетесь там где-то на квартире с другими людьми. То есть вы, по сути, делаете это бесплатно, а потом вы эти видео продаете. Но это же с актерами снимается параллельно. Ну, не Да. параллельно. А есть еще также работа, проекты, которые, ну, видео, которые снимают студии, да? Да. И студии платят за это деньги. А вот такой вопрос. Какая цена, если это не скромный вопрос? Можешь ли ты сказать, какая цена? Я могу. Это весь твой вопрос? Ты его озвучил. Нет, да, и есть еще одна часть. Закладываешь ли ты в эту цену, эм, ну, такие случаи, не знаю, там, травмирования, когда трещины в анусе появляются из-за того, что сильно трахали, или там, не знаю, может быть, какое-то венерическое заболевание. Закладываешь ли ты это в сумму, когда ты работаешь со студией? Отличный вопрос. Значит, по оплате. У нас в Европе больше всех, по-моему, платит студия Team Titleist. Но вот это больше всех, там, это до 1000 евро, там совсем до 1000. То есть там 500 плюс. То есть до 1000, в принципе, не больше. Опять-таки, с момента появления OnlyFans цены рухнули вообще капитально. В Испании там разные студии платят, ну, от 300 до 500 евро за съемку. Но это конкретно кэшем тебе на руки. То есть билеты и проживание, это они оплачивают. Они могут тебя потом забрать на съемку, отвезти назад на квартиру. Вот. Питаешься ты это время сам. Ну, там, наверное, с разными студиями по-разному. У меня бывало так. В Америке там совсем другие зарплаты. В Америке я еще не снимался, но там даже среднестатистическому актеру там уже платят, как в Европе, самые крутые студии. А если ты еще и в Америке становишься позвезднее немножко, то там тоже можно уже зарабатывать в тысячах. Несколько тысяч или даже пару десятков за съемку. По поводу вкладываешь. Что я вкладываю в эту сумму? Помню только про венерические заболевания, блин. А что ты еще спросил? Ну, трещины, там, геморрой, А, что-то. трещины, геморрой. Блин, вопрос, конечно, не совсем корректно ставлен. Геморрой не может просто так появиться от съемки в порно. Трещина может, но ты же опять-таки, если ты не можешь там, допустим, принять 2 члена, от чего трещина может быть? Ну, ты их не принимаешь, вы же это оговариваете до того, какие игрушки там в тебя могут пихать. Плюс, ну, во время процесса вы же не снимаете прямой эфир от начала до конца. Если вдруг какой-то дискомфорт, ну, ты можешь попросить остановиться. Ну, то есть травмы – это последнее, что необходимо получать во время съемок порно. Соответственно, если есть какой-то дискомфорт или недостаточно смазки и может натереть, ну так надо об этом сказать. Проще в этот момент вырезать и просто начать там еще раз сцену заново, что регулярно происходит. То есть травмоопасность вообще в последнюю очередь необходима, потому что тебе еще, извините, это твой рабочий инструмент. Вот. А по поводу венерических заболеваний. Мы же все перед съемками за неделю должны сдать анализы, и нас просят вот неделя, пока
анализы у вас чистые, и вы к нам летите, не трахайтесь. Если прям совсем не в моготу, блядь, ебитесь с презервативами, но важно сохранить здоровье. Ну вот. А тут уже как бы дело на человека, на доверие, да. Ам, вот, поэтому подхватить что-то на студии крайне сложно. Ну, то есть, на самом деле, не крайне сложно, но сложнее, чем в обычной жизни, потому что ты явно не заставишь чувака, который к тебе пришел потрахаться, сдать вот такой список анализов. Ну, то есть ты можешь его попросить сделать экспресс-тест, но который может и не показать, и это ограниченное количество результатов. А я сдавал по-моему, ну, там до 10 результатов, там и на хламидии, это там куча всего разного было, о чем мы в обиходе в жизни вообще даже не думаем. А хотя, например, вот просто к слову, хламидии те же самые, они могут, блин, сидеть в теле вообще годами, чуть ли не десятилетиями в каком-то латентном виде, человек о них не знает, и вообще и дальше их разносить. Поэтому на самих съемках это сложно. Латентные хламидии в латентном гее. Ты, Олег, зря смеешься, у нас эпидемия в США на 80% увеличилось количество болеющих этой штукой, так что... Ну, какие удивления, пожалуйста. Максим, у меня к тебе вопрос. Ты никогда не думал быть продюсером в порноиндустрии? Нет, продюсером в порноиндустрии не думал. Думал когда-то стать сутенером для мальчиков. Понял, что это самая неблагодарная работа в мире. Опыт парочки раз вообще, я сказал моим нервам капут. Продюсером в порно, а зачем? А Сейчас вот там... я не знаю, есть ли, да, есть ли такие люди или нет, но вот, например, мне вот этот OnlyFans, вот этот веб-сайт, во-первых, веб-сайт какой-то кривой, до сих пор приложение, я так понимаю, по понятным причинам, в общем, не существует, но неважно. Вот взять, начать OnlyFans вот так просто, ну, вообще нифига не просто. Вот ты там еще 10 лет назад об этом думал, мечтал, да. А когда есть такой человек, как ты, который возьмет за руку и приведет в этот мир вообще порноиндустрии, скажет, так, мы тут с ребятами снимаем дом, значит, будь готов, сдавай анализы и вперед. Ну, как бы вообще, мне кажется, вот благодаря таким людям, как ты, ну, то есть ты, мне кажется, что у тебя есть такое даже, что ты можешь запустить несколько параллельных проектов, ну, как бы людей, да, вот. Нет, мне кажется, это настолько тоже неблагодарное дело. Раньше, если бы разговор мы вели там 20 лет назад, это было бы совсем другое. Но вот мне кажется, где-то 20 лет назад начался пик, взрыв вот этих всех порностудий, и сейчас это просто скалы, которых победить, ну, или выйти с ними на один уровень, ну, это крайне чрезвычайно сложно. В этом даже нет необходимости. Зачем? Ну, то есть на чем зарабатывают порностудии или порнопродюсеры, да, опять-таки, окей, о студиях. Они зарабатывают на подписках на сайте. То есть, по сути, э, их сайт это тот же аналог OnlyFans, только туда ты... Как и на OnlyFans ты подписываешься на конкретную модель, так и здесь ты подписываешься четко, ты знаешь, что, допустим, в Lucas Entertainment, что там классно выставлен цвет, ты плюс-минус знаешь, какие там будут актеры, ты плюс-минус знаешь, какие там будут хуи и о чем будет идти там речь. Вот. Эм, Поэтому сейчас этим заниматься, ну, я бы не хотел, вообще никогда бы не хотел. Да ну нахер. Это кем-то заниматься надо, я собой только хочу заниматься. Все, вопросов нет, хорошо. А вот у меня тогда вот Блин, вопрос в тему следующий, можно я спрошу? А каков тогда карьерный рост у порноактера? хороший Карьерный вопрос. рост. Ведь у нас есть также награды, которые там XBIS Awards, потом вот я ее называю, ну, ее называют порно-Оскаром, но она называется, кажется, я забыл. Короче, наград достаточно. Есть и порно-Грэмми, порно-Оскар, и все, и порно-Золотой глобус. То есть всему аналоги есть, и карьерный рост. Ну, это какая-то субстанция не тактильная, карьерный рост порноактера. Тут зависит от того, вот с кем ты снимался, насколько тебя знают, количество твоих подписчиков, твоя узнаваемость, твоя влиятельность в социальных сетях. То есть вот это и есть как бы твой карьерный рост. А вот есть у тебя в голове там, допустим, ну не в голове, я имею в виду просто в установках там порно до стольки-то лет? Или, на твой взгляд, ну как можно бесконечно сниматься в порно?
Когда ты уйдешь на порно-пенсию? Перефразирую. Учитывая то, что я смотрю вот на очень многих актеров, которые там в свое время были твинками, и потом не смогли перестроиться на новый лад своего тела, своего лица, и они просто прогорели, они стали неинтересны. Есть те, например, вот в Чехии, вот этот актер шикарнейший, господи, как же его... Забыл, забыл, у него еще тут татуировка с циферблатом такой, ну неважно. Вот он снимался, мне кажется, с 18, и сейчас ему уже 30 плюс, а он все еще снимается. Я когда нахожу его первые работы, я просто диву даюсь. И весь вопрос в том, сможешь ли ты перестроиться под потребности рынка. То есть, если, допустим, там еще 5 лет назад я был в категории твинк, и я понимаю, что я в этой категории, даже если я на сегодняшний день как-то в ней еще держусь, хотя очень не факт, и как бы кто как посмотрит, но это будет тоже недолго. И тут задача ко мне, хочу ли я перестроиться в другую категорию, да, там на Тванка или на Джока для того, чтобы продолжать быть востребованным в этой индустрии, потому что там 40-летние твинки никому не интересны. Поэтому надо, если мне это интересно, можно перестроиться, то пожалуйста. И опять-таки, ты актив или пассив, то есть это очень, ну, активы могут быть, пока хуй стоит, ты можешь работать, и 50, пожалуйста, опять тот же Тим Тайлерс, у них куча взрослых Да. и хотя у них и взрослых пассивов тоже, и бородатых, и волосатых, и жопастых, ну, то есть не на одних твинках мир клином сошелся. То есть тут вопрос, чего ты хочешь, поставить себе четко задачу и вопрос, и тогда да. Но отвечая на ваш вопрос, до скольки, я не знаю, ну, пока идет, будет идти. Пока интересно, мне будем снимать. Пока интересно кому-то смотреть, будем снимать и показывать. Но в первую очередь мне должно быть интересно. Если мне интересно, все будет делаться. А можно я тогда задам вопрос? Конечно. Озвучили я и ты одного актера. У меня в связи с этим вопрос такой. Да. Какая конкуренция между геями и натуралами, которые снимаются в гей-порно? Потому что ни для кого не секрет, что геи безумно любят саму эту идею, типа, совратить какого-то натурала и заняться с ним сексом. Поэтому, соответственно, вот эта категория, типа, секс с натуралом, она для геев очень такая, как бы, вот хочу-хочу. Я не думаю, что есть какое-то прям соперничество между натуралами и геями порно, потому что вот Малик, да, Делгати, вот он говорит, я натурал, что очень сомнительно. И самая известная, да, страна, которая снимает самое большое количество натуралов гей-порно, это Чехия. И вот тут опять-таки, там некоторые студии, да, которые, там вот целая страна, мы знаем, да, Czech Republic, хочется предложить деньги для съемки. То есть они сделали из этого некоторый культ. Нет такого какой-то соперничества между натуралами. Если ты натурал, тебе вообще в гей-порно, что ты там делаешь? Ну, то есть... Можно тогда перефразирую, не соперничество, а насколько одни, так скажем, более успешные, как бы более востребованные, чем другие. Вот так вот давай поставлю. Да, хороший вопрос на самом деле. И ответ таков. Даже если ты натурал, но в картинке ты как бревно, то какой в этом смысл? Есть куча геев, на которых ты смотришь, и ты никогда не мог бы поверить, что это геи. И они при этом смотрятся обалденно в экране. И ебабельно, и вкусно, и большое все у них, и сниматься умеют. То есть тут весь вопрос опять-таки, если это работа со студией, то что студия хочет? Потому что каждая студия, у них, да, свое направление есть. Они, если отклоняются, то это незначительно. И если они берут какого-то актера, значит, он конкретно под задумку этого режиссера или этой сцены, вот он подошел. А, вот. А натуралы, ну, кому-то интересно, да, вот мы говорили, Роберт Паттинсон, он сказал, если Бэтмен провалится, я снимусь в гей-порно. Нам было интересно, но здесь нам чисто интересно, потому что это запретный плод для нас. Но не более того. Вот, да, как ты и сказал, что именно совратить натурала, но или подглянуть за щелку, как натурал там
набухался и ебет мальчика. То есть, вот, не более того. Он говорит, что как-то там вот прям отдельно их определять, этих натуралов гей-порно, ну, я бы вообще не стал. Это вообще какая-то для меня нездоровая каста людей. У тебя есть твоя, так скажем, страничка фанатов, если можно так выразиться, на LPSG? Что такое ЛПСГ? LPSG, если быть точнее, по-английски. Это страничка, это веб-сайт, на котором натуралы, ну, в большей степени геи и там девушки, которые тоже это любят, типа делают страничку на человека, это может быть актер, это может быть чувак из Инстаграма, откуда-то еще, и там выкладывается контент, там фотки, голые, там сексуальные и так далее, то есть там много всяких там актеры, футболисты, знаменитости, политики, там их очень много. Как минимум, мне кажется, я до такого не дорос еще. А вообще-то я даже об этом и не слышал. Мой потолок, мне кажется, это все социальные сети для знакомств. Вот там везде побывали фейки 100 тысяч раз на всех платформах, которые только вообще могут быть. Скидывали мне страницу вообще с другой точки мира, где я даже еще и не был. А такого формата я даже о нем не знал. Ну, и я даже не достоин, мне кажется, такого еще. Ну, я хочу как бы в дополнение. Создадим мы такую страницу, что там сложно, что ли? Большинство, да, кстати, ну, любой может создать, соответственно, как бы там. Да, это как Википедия, типа. Да, страничка, это, знаете, это типа как И у вкладка. нас есть выпуск с тобой, вот, пожалуйста, интервью, туда пойдет тоже. Типа того, да. Большинство там, знаете, какие форматы, то есть парень какой-то из Инстаграма, который ведет он, там бодибилдинг, например, да, и он как бы не порно-актер. Максимум он там через какое-то время открывает, потому что появляется там страничка, открывает OnlyFans и выкладывает там, ну, абсолютно там незначительные фотки, там чуть-чуть там показал задницу, чуть-чуть совсем, чуть-чуть член, там капелюсечку и все, и как бы и после этого на него там подписываются там куча-куча людей. Ну, типа как Твиттер, что ли, почти. Ну, не совсем. Там в большей степени как бы вот именно выкладываются такие, так скажем, как это сказать, вот где-то кто-то там нашел, оказывается, вот там была такая фотка, вот где его задница видна, вот, пожалуйста, вот посмотрите, все такие, вау, Ну, вау. подсмотрен. Это, кстати, смотрите, у Кристиан... Подожди, кто это говорил? Это то, что ты говорил, что, Максим, что домашнее порно интересно по тому, что фетиш как бы замочной скважины. Вот здесь, видимо, тот же эффект. Ну, пришлите уже ссылку на этот сайт, чтобы мы увидели. Я пришли в чат, я пришли в чат. Есть такие чаты в Телеграме даже. Интересный сайт. Один даже русский, как называется? Не осуждаю. Канал называется Не осуждаю. Он очень часто там разное такое. Тут, мне кажется, вот как раз-таки вот то, о чем Кристиан говорил, тут немножко еще другой аспект играет роль. Вот мы, например, да, вот недавно возьмем Сальму Хаек. Она снялась в фильме этот самый «Вечная», да, и с этими такими дойками, буферами красивыми. Ну и как бы, да, пошла шумиха. И тут на этой волне поднимают ее старые видеоработы, где она там в каких-то купальниках, индийских танцах танцует. То есть, мне кажется, тут играет роль еще поднять архивы недооцененно, где показали или жопу, или тело, или сиськи актера в молодости еще, что там это просто прошло, никто не обратил на это внимание, было и было. А сейчас посмотрите, кто это, и вот мы его видим. То есть тут еще вот такой моментик. А со скольки лет, ой, господи, лет, со скольки сантиметров ты вообще рассматриваешь актера, партнера своего для того, чтобы сниматься в порно? Со скольки сантиметров? Я про члены, естественно. Да, я понял. Вот здесь, если честно, не в обиду и никого не хочется дискриминировать, дискредитировать. И меня ебали и 16 сантиметрами охуенно, но камера это не воспримет. Ну, все-таки хотя бы 18. Хотя бы 18, чтобы это было смотрибельно. Потому что сколько этих сцен, когда ну, вот ты смотришь порно, а он трахает головкой члена. Он не трахает хуем. Он просто вид создает. То есть хочется, конечно же, или полностью засунул и ничего не видно. Ну, то есть тут чисто потребительский момент, что надо все-таки побольше. Побольше. Ну, от 18, конечно же. Ну, смотря, может, какая толщина.
Можно даже с маленьким членом подобрать такие ракурсы. У меня есть несколько видеоработ, где член был откровенно маленький, но ты так смотришь, а оно внушительно выглядит. И, нормально. Но, конечно же, чем больше, соответственно, хуй, тем меньше тебе нужно придумать, как его красиво показать.